Всем привет! Наши новогодние каникулы слегка подзатянулись, и только лишь к концу месяца вышло первое в этом году видео на канале Косметолог Лайв. Спасибо, что дождались, и спасибо, что смотрите. В конце года у меня был вопрос про то, не вредит ли очищение до скрипа нашей кожи, не вредит ли оно липидному балансу. Здесь зависит от того, какая у вас кожа и какое именно очищение. Но я попробую усреднить ответ, который более-менее будет универсальным, и объясню вам, что же на самом деле вредит балансу кожи и как, если вы уже повредили этот липидный слой, как его можно восстановить. Балансу кожи прежде всего вредят факторы, которые вызывают образование свободных радикалов в коже. Это мы поставим на первое место. Сюда относится ультрафиолет, сюда относятся иммунные реакции, радиация, курение, чрезмерный загар и так далее. На втором месте будет агрессивное воздействие на роговой слой веществ. Сюда будут относиться ПАВы, подсушивающие вещества и скрабы. ПАВы – поверхностно-активные вещества, то есть это те самые агрессивные очищающие средства, действительно, при неправильном подборе, либо же неправильном применении, ежедневном, несколько раз в день, действительно есть риск нарушить защитный барьер. Подсушивающие средства, что здесь имеется в виду? Чаще всего это локальные средства. Иногда у меня бывают такие ситуации, когда я встречаюсь с раздраженной кожей, с шелушащейся, когда мне клиентка говорит о том, что она хотела подсушить воспаление, но делала это сильно рьяно, наносила не только локально, а на большую часть лица, поэтому у нее подсушивающие средства вызвали раздражение и нарушили защитный барьер. Также сюда относятся скрабы. Скрабы, полировки кожи подходят далеко не всем, и применять их можно не всегда, потому что если у вас нормальная кожа, но, например, зимой она больше склонна к сухости, шелушению, на нее влияют погодные условия, и еще вы будете использовать какую-то грубую полировку через день, например, то, конечно же, тоже у вас будет негативная реакция со стороны защитного барьера кожи. Третьим пунктом идет несбалансированная диета и недостаток кислот линолевой и линоленовой. Опять-таки, в зимний период это все обостряется, учитывая наши погодные условия, недостаток солнечного света, нехватка витамин, поэтому недостаток жирных кислот тоже может привести к недовольству кожи со стороны ее защитного барьера. Что в это время происходит на коже? Появляется сухость, нарушается сцепление между роговыми чешуйками, следовательно, начинается шелушение, нарушается работа в делении кератиноцита, и вследствие утолщается роговой слой, он становится шершавым, он становится грубым, он постоянно шелушится и причиняет дискомфорт. Таким образом, мы видим, что защитный барьер нарушен, и надо помогать как-то спасать кожу. Прежде всего, на помощь вам придет мягкое очищение. Даже если вы привыкли очищать кожу до скрипа, если вам нравится это ощущение, но у вас присутствует дискомфорт в какой-то период, значит, вам надо чередовать это очищение. Например, использовать его 2 раза в день в качестве глубокого такого очищения домашнего, а в остальное время перейти на более легкую текстуру. Это может быть пенка, либо же это может быть молочко. Даже это может быть мицеллярная вода из разряда двухэтапного очищения, про который мы говорили в прошлом видео. Сразу же после очищения на подсушенную кожу наносите крем. Не ждите, пока ее окончательно стянет и вы почувствуете дискомфорт. Пусть в этом креме будут содержаться церамиды. Я тоже уже об этом упоминала в прошлом видео. Такие церамиды есть в Зейнабадже, есть в косметике Перикон. Также ищите ингредиенты витамин Е. Мне очень нравится гиалуроновая кислота, жожоба в зимних кремах, почему бы нет. Эти все компоненты будут способствовать тому, чтобы укреплять и улучшать защитный барьер кожи. Следующим пунктом идет SPF защита. Это тот наш солнцезащитный крем. Если вы помните в начале видео в причинах, одно из первых мест это как раз ультрафиолет, поэтому кожу надо защищать от него. Если вы летом поехали, тем более на отдых, если у вас отдых связанный с лыжами, где тоже солнце, либо же у вас яркий морозный солнечный день, тоже не забывайте про ультрафиолетовую защиту, это тоже поможет вашему защитному барьеру кожи. Иногда для того, чтобы ускорить обновление клеток, используют гликолевую кислоту, такой косметологический лайфхак, потому что она стимулирует клетки эпидермиса и в то же время обладает отшелушивающим действием, то есть отшелушивает роговые чешуйки. Клеточки делятся и синтезируются новые эпидермальные липиды. Следующий немаловажный пункт – это прием жидкости, про это все вы уже прекрасно знаете. Сюда он
тоже относится. Всегда, когда мы имеем дискомфорты и сухость с кожей, питьевой режим нам очень помогает. Что касается салонных процедур, то здесь будет идти все на улучшение микроциркуляции кожи. Надо снабжать эпидермис влагой, питательными веществами, поэтому в осенне-зимний период я очень люблю массажи для лица, особенно если вы прошли, к примеру, курс пилингов, прошли восстановительные процедуры, достаточно увлажнили кожу и она у вас уже в порядке. Вы можете приступать к курсу массажей зимой, весной, это очень благодатная для кожи процедура. Я думаю, что я ответила на вопрос, касающийся агрессивного очищения. Все должно быть в меру, надо или сочетать, или на время отказаться, смотреть на потребности вашей кожи. Следующий вопрос у меня касался патчей под глаза. Насколько они себя оправдывают, стоит ли вкладывать деньги в фирменные патчи под глаза или можно обойтись корейскими? Я считаю, что патчи, которые клеятся под глаза, это такая процедура, знаете, здесь и сейчас. Она не имеет пролонгированного, не имеет накопительного эффекта, поэтому самая главная фишка патчей в том, чтобы привести кожу здесь и сейчас в порядок, слегка разгладить, для того, чтобы, если надо, потом хорошо держался макияж и убрать отечность. И обычно эти патчи, они слегка такие прохладные в баночке, либо в пачке, где они хранятся. Но лично я еще на 10 минут перед тем, как применять патчи, кладу их в холодильник для того, чтобы они были еще холоднее и еще быстрее сняли отечность. Сейчас патчей под глаза очень много. Мне нравится корейский бренд Genesis за сочетание цена-качество. Там в упаковке идет 60 патчей, то есть 30 пар на 30 применений. В среднем вам этого хватит на 2 месяца. Есть более дорогие патчи в Shiseido, например, в Сесдерма с витамином С, в Гидропептид, в которых есть еще пептиды. Вы можете выбрать такие патчи, либо же обратить свое внимание на более демократичные бренды. Все, что касается золотого напыления, слизи улиток и прочих премудростей, это все, на мой взгляд, просто рекламный ход для того, чтобы привлечь ваше внимание. Как правильно использовать патчи? Я вам уже говорила о том, что их можно слегка охладить, и потом на очищенную кожу вы просто накладываете этот гелевый патч и выдерживаете время, которое вам рекомендует производитель. Я не советую вам оставлять патч до полного высыхания, либо же, боже упаси, оставлять его на ночь. Это все приведет к тому, что кожу стянет, патч высохнет, и у вас останется очень дискомфортное ощущение на коже. После того, как вы сняли свой патч, не надо смывать вот этот вот гель, который остался. Вы можете его аккуратно вбить кончиками пальцев и сверху запечатать своим кремом, потому что он не имеет жировой основы, и когда высохнет, тоже у вас может остаться дискомфортный вариант. Поэтому я просто мягко вбиваю остатки патча и закрываю своим кремом вокруг глаз. Следующий вопрос касается расширенных пор. У меня уже было недавно видео на эту тему, но я думаю, что этот вопрос будет актуален всегда. Каждый день в своей работе я сталкиваюсь с клиентами, которые недовольны размером своих пор, их хочется убрать с лица или хотя бы делать регулярно процедуру. Я советую не делать каждые 2 недели чистку, в этом нету никакого смысла, потому что процесс выделения кожного сала, выделения его к поверхности, он бесконечный. Даже в тот день, когда вы почистили, у вас все равно идет процесс на выделение, поэтому нету смысла часто очень мучить и травмировать кожу. Делайте чистку не чаще раза в месяц, 4 недели, в принципе, 28 дней цикл обновления клеток, придерживаться вот этого графика. Чаще просто нету смысла. Есть девчонки, с которыми мы делаем реже чистки и выезжаем на домашнем уходе, потому что мы используем дома кислоты. Я сейчас вам тоже про это расскажу. Вообще уровень выделения себума зависит и регулируется гормонами, поэтому с возрастом у нас гормональная активность снижается и саловыделение уменьшается тоже, к сожалению, с возрастом. Но нам повезло, что хотя бы топография пор – это Т-зона, чаще всего это лоб, нос, подбородок, иногда крылья носа, и уже у жирной кожи поражены щечки. Здесь можно себе хорошо помогать домашним уходом. Я в домашнем уходе очень люблю назначать коже с расширенными порами кислоты.
Я люблю салициловую кислоту, гликолевую кислоту и еще в последнее время миндальную кислоту, которая присутствует в линейке поры в Medik8, которая очень хорошо сочетает в себе свойства АХ и БХ кислот. Гликолевая кислота — это, как я уже когда-то рассказывала, АХ-кислота, кислота, которая хорошо влияет на мертвые клеточки, она их хорошенечко отшелушивает или растворяет, а салициловая кислота способна проникнуть в пору и поработать с кожным салом, растворить его именно там, плюс противовоспалительные и противомикробное действие оказать. Также я люблю назначать коже с расширенными порами маски с каолином в составе, с белой глиной. Но это должна быть не аптечная глина, вот эта из пакетика, потому что она может нарушить ваш липидный баланс, о котором мы говорили в самом начале. Маски, в составе которых есть каолин, в составе которых есть белая глина. В домашнем уходе очищающую маску используют, исходя из потребностей своей кожи. Кто-то делает раз в неделю, кто-то делает 2-3 раза в неделю, то есть это уже надо смотреть индивидуально, исходя из ваших особенностей. Эта маска, она не очищает глубоко кожу, подобно чистке лица, но она способна абсорбировать на себя лишнее кожное сало и слегка осветлять пору. Из таких масок мне очень нравится Clay Mask из Medik8, Zeina Budgie, у них есть сульфур маск с таким абсорбирующим действием. Очень интересная маска в Perricone MD называется хлороплазма. Она визуально действует как ластик на поры, то есть у нее такой временный эффект, она словно стирает пору. Очень нравится такое действие клиентам, я советую, если у вас есть такая возможность, познакомиться поближе с этой маской. Ну и, конечно, как любой косметолог, я посоветую вам меньше трогать лицо руками, потому что сальная железа будет еще активнее выделять кожное сало, заполняя таким образом пустоты, поэтому просто подберите себе нужный график, посещайте раз в какой-то определенный период чистку у косметолога и помогайте себе дома масками, очищением и кислотами. Если это видео было для вас интересным и полезным, отметьте это лайком и нажмите рядом колокольчик для того, чтобы не пропускать новые выпуски Cosmetolog Life в новом году. Увидимся!